Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – подготовка к переговорам. Когда переговорщик сталкивается с проблемой сорванной сделки, находясь на развалинах переговоров, когда клиент откровенно послал, либо выкатил неприемлемые условия, либо всячески тянет резину со словами, что ему надо поразмышлять, все как следует взвесить. Когда переговоры окончились ничем, и уже нет никаких надежд принять откровенное динамо за то, что действительно клиент о чем-то думает. Разбирая данную ситуацию, важно ответить себе на вопрос, была ли проведена подготовка к переговорам. Что в себя включает понятие подготовка? Для начала было бы неплохо понимать что-то о клиенте. Дело в том, что это что-то должно быть сформулировано в виде конкретного документа. Идея заключается в следующем. Чем структурирование наше понимание о другой стороне, тем легче нам представлять интересы собеседника. Дело в том, что большинство переговорных техник построены на элементе продажи, а именно, как другого человека в чем-то убедить. Для этого продавцы изучают различные речевые техники, техники НЛП и прочую лабуду. Другими словами, акцент делается на каких-то моделях убеждения. В чем тут заключается ирония? Дело в том, что прежде чем демонстрировать те или иные модели убеждения, неплохо было бы понимать интересы другой стороны. Есть простое правило, которое звучит следующим образом. Для того, чтобы кого-то в чем-то убедить, неплохо было бы сначала этого человека понять. Переговоры мы проводим с людьми, но за этими людьми всегда стоит компания. Поэтому, готовясь к переговорам, важно понимать не только интересы компании, но и интересы этих людей. Конечно, можно представить, что переговоры ведут некие киборги, у которых нет никаких своих интересов, которые с интересами компании полностью слиты. Существует простое правило. Никогда интересы компании не будут для персонала значить больше, чем свои собственные. Если речь идет о владельце, то он тоже человек, ему тоже ничто человеческое не чуждо. Поэтому, если мы хотим действительно хорошо подготовку к переговорам провести, это важно понимать. Поэтому крайне важно понимать интересы другой стороны. Другими словами, что, собственно, эти ребята хотят. Есть такое понятие, как большие продажи. Что значит большие продажи? Это когда сделка предполагает продолжительный цикл переговоров. Когда речь идет о больших суммах, и в процессе принятия решения участвует несколько человек. То есть вопрос продажи беляша на вокзале в данном случае не рассматривается. Что стоит о компании знать? Когда мы говорим о компании, важно понимать ее стратегическую позицию. Как эту стратегическую позицию можно оценить? В первую очередь, желательно узнать о ее целях. Для чего это стоит сделать? Если сделка несущественна, то, естественно, не стоит. Но если нас интересует крупная дичь, если стоит задача заключать сделки не с теми, с кем легко, а с теми, с кем можно заработать, то волей-неволей придется охотиться на крупную дичь. А крупную дичь сначала целесообразно изучить. Что о потенциальных клиентах важно понимать? Это знание тенденций в сегменте бизнеса тех людей, с которыми мы ведем переговоры. Зачем это надо? Если не знать тенденций в их сегменте, то не произойдет понимание того, какие проблемы хочет решить наш потенциальный партнер при помощи тех продуктов или услуг, которые мы ему собираемся предложить. Компании заключают сделки не от нечего делать, а для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Поэтому компания ставит себе какие-то цели. На пути к этим целям она преодолевает какие-то препятствия. Разумная компания редко тратит деньги просто так. Она тратит деньги для того, чтобы решить проблему. Поэтому идеальная модель презентации, когда мы предоставляем свой продукт или услугу, как средство решения проблем клиента. Проблема заключается в том, что если не знать этих проблем, то появляется риск начать делать презентацию, которая будет входить в категорию абстрактно-убедительной. А в чем тут заключается проблема? Проблема большинства таких презентаций заключается в том, что они опираются на продукт, а не на клиента. Другими словами, такая презентация красочно описывает то, что продавец желает продать. Статистика говорит следующее. 60% клиентов раздражает непонимание и нежелание продавца решать их проблему. Иными словами, если мы не понимаем проблемы клиента, которому намерены что-то предложить, это практически гарантирует то, что презентация будет опираться на продукт. Правильная презентация должна опираться на проблемы, на задачи, которые требуется решить. Поэтому все, что будет потенциальному клиенту предлагаться, должно быть представлено как средство решения его проблем. Иначе не совсем понятно, зачем клиенту тратить свои деньги. Потому что попытка продать человеку то, что ему не надо, обречена на неудачу изначально. В данном случае важно разделить два термина. Потому что существует продажа и существует русский термин «впендюринг». Что такое впендюринг? Впендюринг предполагает продажу того, что клиенту не нужно. Как это происходит? Информация искажается, мозги клиенту запудриваются, где целью всего этого представления является обман. Мы случаи впендюринга, втюхивания и навяливания рассматривать, естественно, не будем. Мы будем разбирать полноценный процесс продаж в ходе нескольких циклов переговоров. когда после заключения сделки нам смотреть клиенту в глаза будет не стыдно. Изучив вопрос сегментом,
Следующее, что важно разузнать, это вопрос конкурентов нашего потенциального клиента. Задача – ответить себе на вопросы. Что делают конкуренты? В каких отношениях они с нашим потенциальным клиентом? Какие средства борьбы они используют? Какие используют стратегические приемы? На самом деле, для организации хорошей продажи важно понимать раскладку сил на поле конкуренции. Тут важно понимать также следующую мысль. Это важно делать не для того, чтобы поразить клиента мощными знаниями его сегмента, а показать хоть какое-то знакомство с картой боя. Что еще целесообразно о компании понимать? Это так называемый жизненный цикл компании. То есть она сейчас развивается, она остановилась в своем развитии или она деградирует. Какие шаги она предпринимала в последнее время. Еще одна ошибка, которую совершают многие специалисты по продажам. Они эту информацию начинают выяснять при встрече. Это довольно опасная идея. Почему? Дело в том, что ничто так не раздражает потенциального клиента, как общие слова и абстрактные вопросы по поводу информации общего характера, которая хранится либо на сайте, либо в открытых источниках. Дело в том, что люди, принимающие решения, обычно слишком заняты, чтобы заниматься вопросами решения чьей-то половой безграмотности. Поэтому напрасно думать, что им нечего делать, кроме как повторять свою историю героических подвигов. Незачем отвлекать занятых людей глупыми вопросами. Но в процессе переговоров, кроме компании, есть еще и личность человека, с которым мы эти переговоры проводим. Дело в том, что понимать что-то о личности не менее важно, чем понимать что-то о компании. Что же следует знать о человеке, который представляет компанию? Это имя, фамилия, цели, должность, возраст, критерии принятия решения, ограничения, полномочия и так далее. Еще полезная информация о человеке – это его вектор движения. Что это значит? Полезно знать, человек внутри компании двигается вверх, вниз или по горизонтали. Если речь идет о владельце бизнеса, то вопрос ставится применительно к самому бизнесу. То есть бизнес растущий, ровно развивающийся или бизнес падает. Для чего это важно знать? Дело в том, что в зависимости от вектора движения у человека могут быть разные мотивы, которыми он руководствуется при заключении тех или иных соглашений. Как это знание можно использовать в переговорах? Например, мы имеем дело с человеком, который имеет бурный карьерный рост, человек, стремящийся к успеху. Или это владелец быстро растущего бизнеса, то есть человек, ориентированный на рост. Какие стремления у такого человека доминируют? С высокой долей вероятности можно предположить, что у этого человека будет стремление к получению результата. То есть, если в данном случае провести сравнение риска и выигрыша, то этот человек будет ориентирован на получение выигрыша и, возможно, будет готов к определенному риску. Такие люди, часто видя хорошие решения своих задач, готовы к резким решительным поступкам. Для них значимо крупное продвижение к цели. Если мы данному человеку предложим что-то для его продвижения, то высока вероятность того, что наше предложение покажется ему привлекательным. А значит, по соотношению риск и выигрыш он будет ориентирован на выигрыш. И это можно использовать в качестве аргументации. Давайте рассмотрим противоположную ситуацию. Например, нам довелось иметь дело с человеком, который недавно слетел с более высокого статуса. Если это владелец, то, возможно, его компания недавно была лидером сегмента, а сейчас оттеснена на вторые и третьи роли. Какие у этого человека могут быть стремления? Первым делом можно предположить, что он как-то опуганная ворона боится куста. Другими словами, он становится осторожным и боится слететь еще ниже. Подсознательно он будет стремиться избежать неприятностей, которые могут быть связаны с принятием какого-то сложного решения. Что такого человека может интересовать? Его будет интересовать не столько крупный выигрыш, сколько отсутствие проблем. Как это можно использовать? В процессе переговоров, в акцентах при аргументации можно использовать какие-то элементы надежности. То есть речь будет идти не о бурных выигрышах, а о том, что данное решение предельно надежно, что именно гарантированность отличает данное решение от того, что предлагают конкуренты. С другой стороны, можно предположить, что это человек амбициозный. Он потерпел поражение, но одержим желанием получить реванш. Он намерен реабилитироваться, подняться в прежнюю категорию. В этом случае он будет заинтересован в том, что даст ему реальный выигрыш. Поэтому, возможно, он будет руководствоваться не осторожностью, а будет готов рискнуть. Тут можно придумать 1001 вариант. Что в данном случае важно сделать? Дело в том, что гадать на кофейной гуще бесполезно. Идея заключается в следующем. Чем лучше мы понимаем вектор движения человека, что им в данный момент движет, тем в процессе переговоров появляется большая вероятность делать правильные акценты. Давайте рассмотрим вопрос касаемый цены. В каком случае клиент воспринимает цену как главный критерий к покупке? Когда он не видит, какие преимущества ему данный продукт предоставит. Дело в том, что цена – это критерий достаточно абстрактный. Если в качестве примера рассмотреть такой параметр, как скорость, то понятие скорости бессмысленно без единовременного понимания таких параметров, как время и расстояние. Если человек не знает, что такое время и расстояние, то понятие 80 км в час для него не будет значить ничего. То же самое и цена.
Цена всегда рассматривается в сопоставимости с другими параметрами, потому что голая цена не дает человеку ответ на вопрос, что он за эту цену покупает. Поэтому в переговорах цена, естественно, критерий важный, но не единственный. Следующий важный фактор, влияющий на принятие решения, это ограничение. Что значит ограничение? В любых переговорах существует такое понятие, как ограничение сделки. Это могут быть временные ограничения, бюджетные ограничения, а могут быть ограничения по какому-то из параметров сделки. Важно понимать, что наивная идея формулировать предложения, которые не учитывают ограничений. Почему? Дело в том, что предложение с неверными параметрами, которое не учитывает ограничений, будет без каких-то дополнительных переговоров просто отвергнуто. Еще одна ошибка – это насытить презентацию огромным количеством достоинств. В чем тут проблема? Дело в том, что большое количество достоинств здравомыслящих людей как минимум настораживает. Или, как говорил Остап Бендер, с таким-то счастьем и на свободе. Дело в том, что когда человеку предлагают суперпродукт, волей-неволей возникает желание задать вопрос: «Извините, а где же здесь плохо?» Потому что не может быть так, чтобы все было хорошо. Дело в том, что большинство руководителей, которые принимают серьезные решения, достаточно мудрены опытом, и они понимают, что бесплатные сыры лежат только в мышеловках. Поэтому, когда им кто-то предлагает суперпродукт, наделенный множеством достоинств, то поневоле возникает желание задать вопрос: «Извините, а где же здесь подвох таится?» Проблема заключается в том, что чем ярче раскрашен продукт, тем сильнее нормальных людей это настораживает. Поэтому, если мы в процессе переговоров не проговариваем, где могут быть тонкие места, то велика вероятность того, что человек это оттолкнет. По причине не может быть. Уж больно все золотом расписано. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать, чтобы каждое начатое вами дело завершалось желаемым результатом. А также желаю большого жизненного терпения, душевной гармонии, неиссякаемого оптимизма и больше доверяйте своей интуиции. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!